Доброй ночи, дамы и господа, и мы сегодня рассмотрим новую функцию у офицеров, которая появилась в последнем обновлении, да, в 204 версии, но это, по крайней мере, на андроиде. Функция так называемых генов офицеров. Она пока что доступна у 3 офицеров, это у Сицилии, Скотницы и у Ходунка. То есть это у нас машины, стрелки и зомби. Жаль, конечно, что это не Шон, потому что Ходунок это у нас офицер, который только покупается, приобретается за деньги. Ну, что теперь поделаешь. Я думаю, у вас хватит терпения, что касается этого видео, чтобы его досмотреть до конца, потому что оно будет достаточно долгим. То есть в районе 20 минут. Я говорю это не зря, потому что я знаю, что оно будет длиться так долго. Буквально 3 минуты назад я удалил предыдущее видео, потому что забыл записать звук, включить звук. И 30 минут разговаривал сам с собой, с экраном. Видео было записано, но было без звука, к сожалению. Вот, а мы сегодня рассмотрим, что же нам обещают наши разработчики. Коснемся каждого офицера, Сицилию, Скотницу и Ходунка. Рассмотрим поближе и рассмотрим, что для этого нужно, чтобы преобразовать наших офицеров и улучшить их показатели. Прошу прощения сразу за голос и такую монотонность. У меня уже 5 час ночи, хочется, конечно, спать. Но я обещал закончить с этим видео и придется на его сегодня доделать. Так вот, давайте рассмотрим каждого офицера поближе. У меня в наличии имеется только Сицилия и Орлиный Глаз, она же Хелена. Вот, Ходунка мы тоже посмотрим чуть попозже. Мир не без добрых людей, конечно. Так вот, давайте перейдем к машинам поближе и именно непосредственно к генам. Что же нам дают гены при их изучении? То есть достаточно интересно, я уже посмотрел. И самый лучший офицер для прокачки именно вот генов это Сицилия, потому что ее тоже неплохо набафали. Набафают при закрытии. Отлично. То есть, обратите внимание, там, где раньше было описание звезд, то есть, когда вы покупаете офицера, вы переходите по каждой звезде при покупке, то есть максимально 5 звезд. И под каждой звездой было описание. Ну, допустим, давайте. Где нет у нас офицера с описанием. Вот у нас под каждой звездой идет описание. То есть к нашему этому описанию добавится еще внизу мутация. То есть при закрытии ветки мутации и изменения генов офицеров мы получим вот следующие бафы. Грузоподъемность у нас увеличивается от транспортной команды БТР. Ну, это грузоподъемность, конечно, такое сомнительное удовольствие от БТР, толку-то от нее. От транспортной команды. Вот здесь интересный момент, да, то есть у нас появится лимит БТР 1000 солдат, еще машин добавится в поход, то есть максимально 6000 было, сейчас будет еще 1000. Это очень актуально при осаде и при шахтах. На самом деле, кто занимается шахтами, очень такой неплохой баф. Здесь тоже коснется БТР, только эффект транспорта будет 29%, непонятно, возможно от 7000 еще мы получим 29%, но и появляется вот такой так называемый эффект горения. Он у нас будет там в измененных генах. Не совсем я понимаю, что это такое пока что, в связи с тем, что не прокачана Сицилия. Возможно, это перейти на английские вариации и там почитать. Будет более понятно, потому что с переводом у нас опять все плохо. Обратите внимание, там, где гены, это вот такой значок в правом верхнем углу. Там, где раньше было описание
легиона теперь появились гены, да, то есть у нас на самом деле не гены, а цены, то есть можно качать гены за цены, или там, где цены. На четвертой звезде, вот о чем я и говорил, при закрытии ветки генов машины получат интересный баф и очень-очень хороший. То есть, когда Сицилия будет возглавлять, машины получат 30% атаки и защиты и здоровья. То есть, помимо того, что при максимальной прокачке у нас Сицилия дает 60% всего, да, 60% атаки и защиты. Когда мы прокачаем гены, мы еще получим 30%, то есть это 90% атаки и защиты, то есть достаточно весомый аргумент, чтобы заняться Сицилией и прокачать ее. Здесь у нас опять появляется также этот эффект горения. И атака всех машин 20%, еще 20%. То есть помимо тех, что у нас были. Возможно, это даже те же, то есть они будут дублироваться, да, то есть у нас так пятая звезда давала 20% атаки защиты. И здесь написано мутации 20. Возможно, какая-то ошибка, возможно, нет. То есть это еще 40 ракет нам будет с пятой звезды. Давайте посмотрим на стрелка и на Хелену, да, что мы получим из стрелков. Ну, тут такое достаточно не так все интересно, конечно, как у машин. Здесь у нас прибавляется здоровье 10%, смертность. И очень много крита у нас добавляется у стрелков, когда мы закроем гены офицеров. То есть посмотреть на каждую вкладку. Ну и там, где у нас Хелена ведет войска в бой, атака, защита стрелков воинов, здесь тоже, да, прибавляется у нас по 10% защиты у бойцов и стрелков по 20 будет. И плюс еще также опять урон. То есть при закрытии генов у нас стрелки будут максимально, мне кажется, прокачаны на урон. Посмотрите, какое количество урона нам дают. Тут 30% по транспорту. То есть стрелков, конечно, никакой машинист дурачок бить не будет, но при осаде очень-очень даже хорошо переезжать. Стрелки и так хорошо переезжают транспорт, то есть при закрытии будет тем более. Ну и тут у нас получается пассивные навыки активируются у генов. Но они и были у нас на самом деле. Возможно, это будет удвоение какое-то, возможно, просто дублирует перевод. Вот наши. Ой, не то сделал, ну ладно. Это должно было быть в конце, потому что было в предыдущем видео, но я продублирую. Так вот, давайте посмотрим на ходунка, на Рейдмонда, что нам он дает. Вот, здесь опять у нас скорость передвижения появляется и снижает урон зомби 10%. Но, скорее всего, я думаю, что это не снижение урона, а, наверное, повышение все же урона плюс 10%. Потому что непонятно, от кого у нас урон снижается, от всех его атакующих солдат или нет. То есть, посмотреть на того же Реймонда, на ходунка, да, то есть, не скажу здесь, что очень много мы получим эффектов от прокачки генов. Только вот урон у нас опять вот упадет урон на 20-30%. От 20 до 30%. И в принципе ничего такого больше интересного. Осада 10%. И то, когда он возглавляет, да, поход. То есть тоже не распространяется на всех. Ну, здесь опять у нас дублируется, то есть не совсем понятно. Скорее всего, просто дублируется. И здесь все так же появляется опять урон от атаки будет 20%. Ну, то есть оптимальный вариант на самом деле это вот машины, что там очень много функций. Именно от атакующего плана. Здоровье, атака и защита 30%. Мне нравится, достаточно внушительный эффект мы получим. Давайте конкретнее рассмотрим именно про гены на примере машин.
что это такое, с чем их едят, как они качаются и что в целом происходит, да, то есть помню, да, что они находятся у нас здесь. Некоторые не могли найти их очень долго. Здесь у нас получается 5 вкладок или 5 пунктов, 5 этапов, можно назвать по-своему. То есть при закрытии вот первого гена мы получим ограничение на поход БТР 10% у нас упадет. Здесь появляется вот то самое горение, которое у нас было в описании, то есть я не понимаю, что это такое действие горения. Здесь это урон БТР. Появляется урон повышения урона на 20%. Что касается горения, я говорю, что непонятно, потому что если мы посмотрим на, допустим, на каждого солдата, он несет свою информацию, допустим, каждый род войск. Даже, точнее, не род войск, а один род войск, но в зависимости от уровня. То есть мы видим, к примеру, если возьмем зомби, то у нас один набор функций, который несет 9-й зомби, да, и, допустим, 7-й зомби. Совершенно разные функции. И, возможно, где-то здесь спрятан этот эффект горения, который не совсем будет непонятен обычному взгляду. То есть опять та же китайская математика. Все завязано на математике. Ну давайте перейдем в гены и посмотрим, что это такое. То есть смотрите, у нас есть два условия. Чтобы качать гены, у нас должны быть в наличии элементарные тела и карты офицеров. То есть в этой ветке мы имеем всех по 2, то есть по 2 защиты, по 2 атаки, по 2 урона для прокачивания. Один момент, обратите внимание на то, чтобы открыть следующий уровень, допустим, второй, нам не нужно закрывать первый уровень на 100%. То есть достаточно закрыть его на 80% первый уровень, и мы откроем второй уровень, не сможем его качать. Соответственно, и так с третьим, да, чтобы открыть третий уровень, нам нужно закрыть клетки на 60% вот эти. И так далее. Один момент, нюанс, чтобы открыть последний и прокачать его, где 10% урона нам дают машины, нам нужно закрыть второй уровень на 100%. Это единственный уровень вот в этой вкладке, который нам может закрыть на 100%, чтобы прокачать последний или следующий уровень. То есть достаточно на 60%, тут даже вон 40%. Вот чтобы добраться до семерки, можно ее качать. То есть только второй требует сотки, и все. И в конце мы можем уже прокачивать полностью последний уровень. Вот что еще. Когда мы вкидываем в развитие элементарные тела, они у нас удваиваются. То есть я сейчас нажму на кнопку, на вот эту, да, на развитие. Меня сейчас просит 64. В следующем уровне меня попросит x2, там буквально, ну, плюс-минус там, вот 127. На следующем уровне получается там около 250. Вот, 212. Ну, практически идет удвоение. Вот у нас открылся, как мы видим, следующий уровень, да, то, что, о чем я и говорил, то есть достаточно 80% прокачать. И у нас открывается второй уровень защитной клетки. То есть можем мы его дальше качать. Ну вот можем, давайте 80 используем. Вот. То есть здесь у нас идет защита машин на первой вкладке. То есть прокачивается уровень по 20%. То есть 20, 40, 60, 80 и 100. И поднимаются параметры
по 1%. То есть следующая фаза у нас даст, как мы видим, 5%. Соответственно, то есть в каждом уровне также мы получим здесь 5% еще защиты. Здесь у нас будет атака 5%, и здесь атака, здесь урон. В принципе, все понятно, все просто. Вот, дальше. Если с картами все понятно и все ясно, где их брать, мы их можем получить за алмазы, да, карты офицеров купить, то с элементарными телами немножко все сложнее. Как мы помним в описании, давайте еще раз посмотрим. В описании, что эти элементарные тела можно получить в наградах Альянса. Вот, и большая ошибка всех. Они думают, что награды Альянса это гонка вооружений Альянса, да, который у нас проходит по вторникам и четвергам. На самом деле я не наблюдал там элементарных тел. А все почему? Потому что это немножко в другом месте находится. Что это такое награда Альянса? Это то самое называемое жалование. Да, вот у нас жалование Альянса. И в нем мы находим элементарные тела в сундуках. То есть на самом деле очень многие люди не уделяют внимания этим вот сундучкам, хотя они очень интересны. И здесь много чего интересного можно найти. У нас есть видео на канале, там чуть пониже, если полистать, можно посмотреть. Возможно, мы ссылочку добавим здесь после этого видео, где более детально рассмотрено, как быстро брать сундуки с жалованием Альянса. То есть, чтобы открыть все сундуки, все 8. На это нужно потратить там буквально 15 минут, не больше. И достаточно все просто и все элементарно. Вот, что же касается элементарных тел. Элементарное тело у нас находится в 4 сундуке. Здесь, да, 4. Да, все верно. В 4 сундуке 10 штук. И в 7, как было написано в описании, в 7 находится еще 30. То есть из жалования Альянса мы получаем 40 элементарных тел. Также эти элементарные тела мы можем получить в гонке вооружений, в личной. Вот это у нас 2 сундук. То есть тоже здесь 10. И в конце еще в 3 сундуке еще 30. То есть 40 штук. Конечно, если постараться, ну или быть психом, наверное, можно все гонки брать. Кого-то там убивают. Вот, если все гонки брать, то в день можно получить у нас 8 гонок, получается, на 40 320 элементарных тел, плюс и жалование 40, то есть 360. Вот, но если с гонками, конечно, все проблематично. То жалованием достаточно все просто и лаконично, то есть они берутся на одном дыхании. Я думаю, в целом по генам все понятно, что где и почему. Вот для особо ленивых, которые не будут, наверное, смотреть видео по жалованию, покажу там, в течение пару минут, как это все делается. Все просто и быстро, да. То есть жалование Альянса заключается в себе те функции или те условия, которые выполняете абсолютно каждый день. Это вход, бьете зомби, собираете ресурсы, там лечение солдат, вклад Альянса. Босс, за босса хорошо дают, то есть за босса нам прилетает вот 30 очков, просто достаточно тыкнуть вот в эту кнопочку, да, босс покормлен, покормить босса, и вы получите 30. То есть ничего сложного абсолютно нет. То есть обратите внимание на вот такой момент. Обучение воинов. Это у нас за обучение воинов мы получим 36 баллов или очков. То есть нужно нам учить 30 солдат. Не надо качать там все 5-6 тысяч, которые у вас есть. Достаточно 300 поставить, и все будет готово. Что еще такого? Торговец. Все торговцы каждый день покупают. Все берут снабжение.
Поэтому просто ленятся, наверное. Вот, давайте поближе покажу вам. Помним, да, мы про солдат, у нас было 300 солдат. То есть не надо качать там максимальную, но у меня тут, конечно, нищебродская, все немножко девятки, да. Тут 6000 на день их ставить. Все просто ставим на 300 солдат первого уровня. Они у нас строятся 15 минут буквально, вот все. Вот они у меня тут уже стояли. Снимаем взрывчатку. Тоже не нужно взрывчатку строить там последнего уровня, который у вас есть. Также ставите первый уровень на прокачку. Там нужно у нас 120 взрывчатки. Также выстраиваете вручную 120 выбираете. Снаряжение. Голос уже хрип. Вклад альянса взрывчатка. Вот у нас, да, 24. Помощь, это снабжение. Что еще? Закрыл половину. Создать снаряжение, синтез материалов, да, то есть не просит система создать снаряжение там золотое какое-нибудь. Все просто создаем вот беленькое снаряжение. Ставим его на крафт. 15 минут. Все выполнено. Заходим в синтез. Синтезируем. Я синтезирую зеленые, допустим. Там их надо для синтеза 5 штук, чтобы выполнить жалование. Апнуть. Я не трогаю абсолютно белые, да, если кто знает, что при разборке элементов мы получаем ядра синтеза. То есть за вот эти все мы получаем одинаковое количество ядер синтеза при разборах. Ну, соответственно, эквивалента уровню. Вот. Максимально мы получим только за белые. То есть при разборе белых мы получим, я не помню сколько там. Но больше, в общем, если мы, допустим, сейчас синтезируем белые в зеленые или в золотые из этих элементов, мы получим меньше ядер синтеза. Если кому интересно, там для крафта, для изменения медали, то не обменивайте белые элементы. Вот 5 штук апнули, и все. Есть такая вот функция, которая на самом деле я долго не мог понять, что это такое, но долго это было достаточно давно, конечно. Сейчас я вам покажу зомби. Ресурсные объекты, да, что это такое? Ресурсные объекты это то, что у нас находится в сундуках. Вот, 5 объектов нужно использовать. То есть заходим, 5 объектов используем. Все, пожалуйста. Мы выполнили жалование. Вылечили раненых. Убили зомби, да, то есть запустили чоппера, понятно. Вот абсолютно быстро все это делается, выполняется. Ну и так далее по схеме. Еще постройки, да, то есть строительство зданий у нас также есть. Исследование, ну если с исследованием все достаточно сложно, не так легко найти исследование, которое очень короткое, и его можете закончить, то со стройкой достаточно все просто. Так, стройка, улучшение здания. То есть нужно апнуть здание 3 раза, и вы получите 60 очков. Вот для этого, поэтому у меня всегда есть такое вот окошечко пустое, в котором я строю бесплатно здание, 3 апа. И все, жалование получаю. Когда у меня достигает максимального уровня бесплатного строительства, я его удаляю и заново строю. Надеюсь, нам удалось ответить на все интересующие вопросы в этом видео. Если будет что-то новое, конечно, информация появится по каким-то определенным уже прокачанным генам, то мы для вас снимем, конечно, видео и разъясним, постараемся объяснить как для себя, так и для вас,
Вот мне интересно вот именно про горение, что это такое. Вот. Так что ждите наше новое видео, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь, приходите в группу ВКонтакте. Рассказывайте другим. Ну, то есть не только про канал, а в целом про игру, потому что очень много информации в мировом, допустим, люди спрашивают где-то в чатах. Все начинают хамить и стебаться, да, над тем человеком, который спрашивает какие-то кому-то определенные понятные вещи, да, то есть для кого-то они понятны, для кого-то они непонятны, поэтому будьте немного сговорчивее и добрее к окружающим. У вас язык не сломается, чтобы повторить там или написать. Кому-то от этого станет легче, да, и он будет впоследствии самой лучшей фермой на своем континенте. Вот, поэтому спасибо за внимание, спасибо за терпение, если вы досмотрели это видео до конца. Пожалуй, пора спать, 5 часов утра, поэтому всем до свидания.